Разъяренная собака сбежала из клетки. Люди в панике разбегались, но один старик остался на месте. Дальше случилось то, от чего у всех застыла кровь. Собака вырвалась из клетки, и привычный шум городской площади в одно мгновение превратился в панику. Раздался резкий грохот, люди обернулись и увидели, как огромная немецкая овчарка рванула на свободу. Ее рычание пронзило воздух, клыки сверкнули, и толпа сорвалась с места. Матери хватали детей, торговцы бросали прилавки, фрукты катились по мостовой. Каждый пытался спастись, не оглядываясь. Но среди этого хаоса остался один человек. Пожилой мужчина с тростью стоял прямо на пути зверя. Его спина была выпрямлена, лицо спокойно, будто происходящее его не касалось. Люди кричали ему «Беги!», но он не сдвинулся, напротив, сделал шаг вперед. Собака неслась на него, тяжело дыша, с яростью в глазах. Казалось, еще секунда, и случится непоправимое. Некоторые закрыли лица руками, не желая видеть исход. Но старик медленно поднял руку, не защищаясь, не угрожая, будто хотел остановить не тело, а саму боль внутри животного. И произошло то, во что никто не мог поверить. В нескольких шагах от него пес резко замер. Его рычание стало глухим, неуверенным. Взгляд дрогнул. Мужчина тихо сказал: «Спокойно, ты не враг». Его голос звучал ровно, без страха. В нем была странная уверенность, словно он говорил не со зверем, а с кем-то знакомым. Овчарка тяжело дышала, словно боролась сама с собой. Старик сделал еще шаг и осторожно протянул руку. Толпа затаила дыхание. Его пальцы коснулись морды зверя, и ничего не произошло. Пес не напал. Напротив, его взгляд изменился. В нем появилась растерянность, затем боль. «Тебя сломали, но ты все еще жив», — тихо произнес мужчина. Собака опустила голову. Оскал исчез, уши прижались. Через мгновение она издала тихий, почти жалобный звук и медленно положила голову ему на колени. Напряжение разорвалось, как натянутая нить. Люди ахнули, кто-то заплакал. Там, где ожидали кровь, возникло доверие. Когда на площадь вошли сотрудники службы отлова, готовые схватить животное, старик остановил их жестом. Он сказал, что перед ними не опасный зверь, а раненое существо, которое просто не знало другой жизни. Его уверенность заставила их замедлиться. Толпа поддержала его, и вмешательство так и не произошло. Старик поднялся и сделал шаг. Собака встала рядом и пошла за ним, больше не проявляя агрессии. Люди расступались, провожая их взглядами. Кто-то аплодировал, кто-то молчал, пытаясь осознать увиденное. Это было не укрощение, это было доверие. Позже стало известно, что мужчину зовут Николай Андреевич. Он жил один на окраине города, и теперь рядом с ним появился новый спутник. Пса назвали Громом. Постепенно собака менялась, исчезала настороженность, взгляд становился мягче. Иногда прошлое возвращалось, в тревоге и ночных страхах. Но рядом всегда был человек, который не уходил. Со временем Гром стал спокойным и преданным. Люди, которые раньше бежали от него, теперь подходили, приносили еду, гладили его. Дети смеялись, играя рядом. Город запомнил этот день. Потому что тогда все увидели простую истину. Страх рождает жестокость, но искреннее сострадание способно остановить даже самую сильную ярость. И настоящая сила не в том, чтобы бежать или бороться, а в том, чтобы остаться и протянуть руку.